Если вы также включили Apple Intelligence, как и я, но через некоторое время отключили эту функцию, а память на iPhone так и не освободилась, 8, 9, а иногда и 10 гигабайт просто пропали, в настройках все выключено, но хранилище все еще забито. Простой вопрос. Можно ли вообще удалить данные Apple Intelligence или Apple снова нас перехитрила? Друзья, привет! С вами IT-Dog. Сегодня мы разберем, как удалить данные Apple Intelligence и можно ли это сделать. И если вы заметили, что после установки Apple Intelligence ваш iPhone внезапно потолстел на несколько гигабайт, вы не одни. Самое странное начинается дальше. Даже если Apple Intelligence полностью отключен, данные остаются в памяти iPhone. Ну что ж, давайте приступим. Но прежде чем начать, буду благодарен, если вы поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Итак, поехали. Сегодня разберемся, что это за файлы. Можно ли их вообще удалить? И почему Apple не дает сделать это напрямую? Что вообще занимает эти пару гигабайт памяти? Apple Intelligence это не облако. Это локальные AI модели, которые скачиваются прямо на iPhone. Они отвечают за умную Siri, обработку текста, анализ фото и другие AI функции. И да, они могут занимать от 2 до 10 гигабайт памяти на iPhone. И теперь логичный вопрос. Я захожу в настройки, Apple Intelligence и выключаю. Значит, данные должны удалиться. Но не тут-то было, ничего не получается. Почему данные не удаляются после отключения Apple Intelligence на iPhone? И вот тут начинается самое интересное. Apple не удаляет AI модели, а помечает их как временно неиспользуемые. То есть они лежат в памяти iPhone, iPhone считает, что это системные файлы, и вы не можете удалить их вручную. Ни кнопки «Очистить», ни удалить данные Apple Intelligence просто не существует. Я все проверил и собрал опыт других пользователей. Перезагрузка не помогает. Сброс всех настроек не помогает. Очистка Safari мимо. Удаление приложений это бесполезно. Память на iPhone как была заполнена, так и есть. Это как призрак. Ты их видишь, но тронуть не можешь. И вот тут главный твист. А можно ли вообще их удалить? Ответ Apple звучит так. Система сама разберется. Как на самом деле iOS удаляет данные Apple Intelligence? Эти файлы помечены как purgable, то есть удаляемые при необходимости. И вот ключевая фраза. Apple удалит данные Apple Intelligence только если памяти станет критически мало. Не мало, а прямо критически мало. Что это значит на практике? Пока у вас есть свободное место, Apple Intelligence будет лежать мертвым грузом. Но если iPhone понадобится место для видео, обновления или системных задач, тогда система сама может удалить AI модели. Может, а может и не сразу. Единственный стопроцентный способ удалить данные – это сделать резервную копию, стереть iPhone полностью, восстановить данные и не включать больше Apple Intelligence. Только так эти файлы не появятся снова. Смотрите, как это сделать, вот здесь будет ссылка на видео. Друзья, предупреждаю, что искусственно забивать память, чтобы система сама очистилась, плохая идея. Это может сломать обновления, вызвать глюки, привести к зависаниям. Ну что ж, подытожим. Apple Intelligence реально занимает до 10 гигабайт. После отключения данные не удаляются. Вручную очистить их нельзя. iOS может удалить их только при острой нехватке памяти. Единственный гарантированный способ – это полный сброс iPhone. А теперь интересно, сколько гигабайт Apple Intelligence занимает у вас? Напишите в комментариях. А если видео было полезным, обязательно ставим лайк и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить реальные фишки iOS, о которых Apple предпочитает молчать. Друзья,
Ну а если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, загляните в наш Telegram, ссылочка в описании. На этом все. С вами был IT Doc. Всех обнял и пока-пока.